Друзья, прежде чем погрузиться в нашу главную драму, давайте заглянем в ее истоки. И начнем мы максимально просто, классически и понятно. Давным-давно в Византии. Я уже прям вижу, как наши любимые знатоки в комментариях тянутся к клавиатуре. Какая еще Византия? Не было никакой Византии. Они называли себя ромеями, а державу Римской империи. Друзья, все так. Но наш ролик для живых людей, а не для профессоров в пыльных мантиях. Поэтому, с вашего позволения, мы будем говорить привычным языком и называть эту великую империю так, как ее знают абсолютно все – Византией. Итак, XI век, роскошный Константинополь. Жили-были византийский император Константин X из очень знатного рода Дука и его прекрасная жена с невероятно длинным и гордым именем Евдокия Макримболитисса. И жили они, надо сказать, просто замечательно. В семейной жизни у них все было гладко, сладко и на редкость гармонично. Константин сидел на золотом троне, чеканил монетки со своим профилем и правил огромной державой. А Евдокия была не просто красивой декорацией при муже. Это была женщина редчайшего ума, высокой образованности и с остальной хваткой. Пока муж руководил государством, Евдокия писала научные трактаты, читала мудрые книги и тихонько держала руку на пульсе всей столичной политики. С продолжением рода у них тоже все сложилось идеально. Детей у пары была целая охапка, 6. Но главным богатством и надеждой империи считались 3 сыновей – Михаил, Андроник и младший Константин. Казалось бы, вот оно, абсолютное счастье по-византийски. Золотые палаты с видом на Босфор, умница жена, 3 подрастающих наследников и полная уверенность, что завтрашний день будет еще прекраснее. Все сыты, счастливы, а династия Дука сидит на троне так прочно, что не сдвинешь. Ничто, как говорится, не предвещало туч на этом чистом небосводе. И вот наступил май 1067 года. Император Константин X неожиданно почувствовал себя неважно, слег в постель и довольно быстро понял печальную правду. Лежать ему осталось недолго, а встать отсюда уже не получится. И пока лекари беспомощно разводили руками, императора накрыла колоссальнейшая паника. Дело в том, что Константину было уже за 60, по меркам XI века возраст более чем солидный. А вот его любимой жене Евдокии едва перевалило за 30. Она была в самом соку, молодая, ослепительно красивая, умная, а главное, с невероятно пылким и темпераментным нравом. А лежа в постели и тоскливо глядя на свою циничную супругу, Константин начал судорожно подсчитывать варианты развития событий. И картинка в его голове вырисовывалась, прямо скажем, в жанре черной комедии. Константин прекрасно знал историю родной Византии. Стоит императору испустить последний вздох, как на пороге вдовьих палат тут же материализуется какой-нибудь молодой, статный и невероятно амбициозный генерал. Пара пламенных взглядов, быстрый брак, и вот уже новый муженек в пурпурных сапогах восседает на золотом троне. А дальше дело житейское. У новоиспеченной парочки обязательно пойдут свои собственные новые детки. И вот тут возникает главный вопрос. А что в таком случае происходит со старой партией сыновей от первого брака? Византийские отчимы славились своей заботой о чужих наследниках. Схема там была отработана веками. В самом лучшем случае мальчиков просто быстро отправляли в дальний глухой монастырь, до конца дней отмаливать грехи и петь молитвы. А в худшем аккуратненько ослепляли раскаленным железом, чтобы у них даже физически не возникало мысли претендовать на папин трон. Конечно, Евдокия, глядя на угасающего мужа, хлопала ресницами и причитала: «Костенька, да ты что? Да как ты вообще мог такое подумать? Я замуж? Да ни за что и никогда в жизни. Я буду вечно плакать о тебе и жить только ради наших мальчиков». Но Константин был старым, бывалым византийским волком и в честные-пречестные женские обещания не верил от слова совсем. Он понимал, оставить молодую горячую вдову с троном в придачу и надеяться на ее устное благородство – это гарантированное самоубийство для всего рода Дука.
Вдова долго сидеть в одиночестве не станет, как ни крути. И тогда умирающему императору пришла в голову гениальнейшая, как ему казалось, идея. Раз на человеческое слово надежды нет, нужно составить документ такой юридической и духовной силы, чтобы от одного его вида у любого потенциального ухажера дрожали колени. Константин решил выкрутить византийскую бюрократию и религиозный страх на максимум. Документ задумывался не просто как завещание, а как настоящий железобетонный контракт с небом. Евдокия обязана дать священную клятву перед лицом Бога, всех святых и высшего духовенства. Она подписывает официальный отказ от личной жизни навсегда. Ни с кем не венчаться, не флиртовать и никого близко к себе не подпускать. Никаких новых мужей, соправителей и друзей семьи в государственные дела не пускать. Ей отводится только одна роль – суровой, вечной вдовы-хранительницы, которая растит сыновей Константина, пока они не подрастут и не заберут трон. И если она хоть на шаг отступит от этой грамоты, ее автоматически ждет анафема, вечное проклятие церкви и прямая путевка в ад со всеми остановками. Замысел был готов. Оставалось самое сложное – заставить молодую и умную женщину поставить свою подпись под этим пожизненным приговором. И вот представьте себе эту картину. Май 1067 года. Императорские покои Большого дворца. В комнате царит полумрак. Пахнет ладаном и лекарствами. На ложе угасает император Константин, а у его кровати собралась вся верхушка империи. Сам патриарх Константинопольский в пышных облачениях, суровые сенаторы с лицами строгих нотариусов и молодая ослепительная Евдокия, которая горько вздыхает и утирает слезы платочком. И тут умирающий муженек выкатывает свое главное условие. Подписывай, дорогая, клянись перед Богом, патриархом и сенатом, что замуж больше ни ногой. И вот что делать бедной Евдокии в такой ситуации? Отказаться подписывать прямо у постели угасающего мужа и на глазах у главы церкви, а еще и главных политиков страны? Да это же все равно, что публично встать на табуретку и заявить на весь Константинополь: «Ребят, вы пока похороны не начинаете, а я пойду посмотрю каталог молодых византийских генералов. Хорошо?» Естественно, ее бы сожрали живьем еще до того, как Константин испустил бы последний вздох. Поэтому Евдокия включает все свое актерское мастерство на максимум. Глаза к небу, руки к груди, платочек, конечно же, к глазам. «Костенька, да как ты мог такое подумать? Да я... Да никогда в жизни!» Она берет перо и самым сокрушенным видом ставит свою подпись под полным отказом от личной жизни. Но, зная характер нашей императрицы, пока ее рука выводила буквочки на пергаменте, ее острый ум уже начал судорожно подсчитывать. Так, ладно, подписать-то я подписала, а теперь думаем, как же эту бумажоночку будем добывать обратно. Но Константин продумал свой план не менее тщательно, чтобы документ случайно не сгорел при пожаре во дворце и не потерялся при очередном перевороте. Патриарх Иоанн лично забрал грамоту, торжественно отнес ее в собор Святой Софии и спрятал в самую защищенную сокровищницу храма. Все, главный сейф империи закрылся. Клятва перестала быть просто бытовой бумагой и превратилась в прямой контракт с небом. Нарушить ее – отлучение от церкви, анафема и проклятие на всю оставшуюся жизнь. Посмотрев на эту красоту, Константин X с облегчением выдохнул. Фух, ну все, дело сделано, сыновья спасены, теперь можно и умирать. И 22 мая 1067 года с чистой совестью скончался. Казалось бы, финал истории. Молодая вдова по рукам и ногам связана юридически, духовно и политически. Против нее Сенат, патриарх, закон и сам собор Святой Софии. Другая на ее месте смирилась бы, вздохнула и пошла до конца дней вышивать в уединении. Но только не наша Евдокия. Друзья, прежде чем перейти к тому, как Евдокия блюла свою священную клятву, давайте на секундочку зафиксируем расклад сил. Итак, на золотом троне восседает молодая,
красивая, умная императрица Евдокия, ей едва за 30. Рядом подрастают 3 сыновей-наследников, которые ждут своего часа, чтобы забрать трон. В самом надежном сейфе собора Святой Софии под замком лежит железобетонная грамота, запрещающая нашей красавице-правительнице даже смотреть в сторону мужчин под страхом адских мук, анафемы и вечного проклятия. А в темной и сырой камере смертников сидит... Ой, простите, мы же с вами за всеми этими важными государственными делами, интригами и похоронами императора забыли рассказать самое главное. Итак, давайте. Давным-давно жил-был человек по имени Роман Диоген. Происходил он из знатного, богатого и уважаемого каппадокийского рода. Природа над ним прямо-таки постаралась. Роман был сокрушительно красив, высок, с гордой осанкой и харизмой настоящего воина. Человек он был решительный и горячий, поэтому путь для себя выбрал самый мужской, пошел на военную службу. В бою Роман сражался отчаянно, людей за собой вести умел, поэтому его карьера летела вверх, как на дрожжах. Он быстро дослужился до высокого генеральского чина, стал воеводой и заработал себе имя настоящего защитника империи. И вот представьте картину. Наш генерал-красавец проливает кровь на восточных рубежах, отбивая атаки турок-сельджуков. А в это же самое время, в далеком, сытом и укутанном в шелка Константинополе, медленно угасает наш старый знакомый император Константин X. Роман поглядел на все это из своей пыльной военной палатки, почесал затылок и задумчиво прищурился. Так, стоп. Император угасает. И кто, стесняюсь спросить, будет руководить огромной империей? Женщина с детьми? Не смешите меня. Да эти столичные бюрократы сейчас всю страну развалят. Друзья, чтобы мы с вами четко понимали, почему наш герой так забеспокоился, византийский трон – это вам не строгое британское престолонаследие, где все чинно и расписано на века вперед. В Константинополе за этим золотым стулом кто только не охотился и кто только на него не садился. Ситуации, когда вчерашний генералиссимус, простой конюх или пронырливый авантюрист совершил переворот и забирал власть, происходили там с завидной регулярностью. И Роман посмотрел на свое отражение в полированном щите и подумал: слушайте, а чем я не Васильевс? Я высок, силен, красив, а в императорском пурпуре буду смотреться просто божественно. Мне и мама в детстве всегда говорила: Ромочка, да ты же вылитый император. Ну все, пришла пора брать власть в свои сильные мужские руки. Недолго думая, наш скромный красавец решил организовать полноценный военный заговор. И все у него шло просто как по маслу. Верные люди есть. Солдаты в нем души не чают. План захвата власти расписан буквально по минутам. Но знаете, как всегда бывает в таких историях, обязательно найдется тот, кто все испортит. Пока в генеральском шатре дописывали сценарий переворота, среди соратников завелась банальная крыса. Кто-то тихенько побежал к кому следует и шепнул на ушко столичным властям секрет красивого генерала, возомнившего себя императором. И грандиозный план захвата власти с треском провалился. В один совсем непрекрасный день в лагерь нагрянула императорская стража. Всех заговорщиков скрутили, а нашего красавца-генерала заковали в тяжелые цепи и под строгим конвоем привели прямо в Константинополь. А что полагалось за государственную измену в Византии? Старая, добрая, проверенная веками плаха, а вы как хотели? Грамоту за попытку переворота получить? И вот, посадили нашего генерала в самые мрачные апартаменты, сырую камеру смертников. Сидит Роман на холодных камнях, звякает цепями и тоскливо ждет дня, когда придут палачи и аккуратненько отрубят его красивую голову. Друзья мои, а пока наш Рома сидит в камере смертников и отсчитывает свои последние минуты, давайте поясним один важнейший юридический момент. В Византии порядок был строгий. Просто так прийти в подвал, махнуть топором и отрубить голову генералу такого уровня было нельзя. По закону, под смертным приговором за государственную измену обязательно должна была стоять личная подпись верховного правителя.
А кто у нас верховный правитель? Правильно. Наш старый знакомый Константин уже благополучно умер, поэтому на золотом троне восседает его молодая вдова, та самая Евдокия. А значит, по закону приговоренного обязаны были привести лично к ней во дворец. По логике вещей все должно было пойти сухо, быстро и строго по инструкции. Сидит Евдокия на троне, заводит смертника. Она берет перо, ставит свою пурпурную подпись под приговором, и все. Человека уводят на плаху, а мы с вами про него забываем. И все именно так бы и закончилось, но в этот день звезды сошлись иначе. Представьте себе эту картину. На престоле сидит молодая, красивая Евдокия, женщина, которая провела лучшие годы с мужчиной, намного старше себя. А тот напоследок еще и заставил ее подписать дурацкую бумагу о вечном одиночестве. И тут со скрипом отворяются гигантские двери, и входит он. Именно так, большими буквами. Потому что в зал вступает не какое-то дрожащее, перепуганное, умоляющее о пощаде. Нет, на мраморный пол вступает настоящий бог с Олимпа, не иначе. Высокий, сокрушительно красивый, с осанкой героя и гордым взглядом. И вот представьте эту затянувшуюся немую паузу. Она смотрит на него, он смотрит на нее. Он ослепительно красив. Она невероятно хороша собой. В воздухе висит такое напряжение, что хоть факелы от него зажигай. И перед Евдокией встает шекспировская дилемма. По инструкции она должна прямо сейчас макнуть перо в пурпур и отправить этот шедевр природы под топор палача. А Евдокия была женщиной не просто эмоциональной, а чертовски умной и практичной. Во-первых, чисто по-женски она мгновенно оценила масштаб. Такая роскошная голова в комплекте с таким шикарным телом в хозяйстве всегда пригодится, согласитесь. А во-вторых, у нее государственные границы трещат по швам, на империю наступают турки, а столичные чиновники умеют только красть и плести заговоры. Перед ней стоит лучший боевой генерал страны. Но разве можно в такое время разбрасываться подобными кадрами, тем более, когда кадры настолько хороши собой? И вот Евдокия сокрушенно, тяжело вздыхает, откладывает смертный приговор в сторону и делает изящный финт, отменяет плаху и отправляет нашего красавца в ссылку под домашний арест. С эдаким немым подтекстом: посиди пока, Ромочка, в имении, подумай о своем поведении. А я тем временем подумаю, как разобраться с бумажкой в Святой Софии. А что было дальше? А дальше начинается изящная дипломатическая игра. Евдокии, конечно, не пришлось лично скакать к нему на конях за 3-9 земель. Она поступила куда умнее. Официально Роман находился в ссылке и под надзором. Но императрица начинает регулярно вызывать его в Константинополь под очень удобными и абсолютно неоспоримыми предлогами. Нужно провести дополнительные допросы мятежного генерала, детально обсудить военную обстановку на восточных границах. Ну а кто, если не он, знает все тонкости? Разумеется, все эти допросы проходили один на один в максимально приватной обстановке. И Евдокия с самым серьезным видом выясняла, как же так вышло, что заслуженный генерал докатился до такого плохого поведения. И вот, в процессе всех этих приватных встреч наша императрица влюбилась в красавца генерала окончательно. А потерял ли голову Роман? Нет, голову он не потерял. И это, пожалуй, самое главное. В том смысле, что казнить его никто не стал. Но вот влюбился ли он? Еще как! Перед ним молодая, красивая женщина, да еще и самая настоящая императрица. Они ровесники, так что все совпало идеально. Не совпала только эта дурацкая бумага, которая тихонько лежала в Святой Софии и отравляла всем жизнь. Но прежде чем разбираться с бумагой, Евдокия, как женщина умная, решила сначала разобраться с Романом. Она прекрасно понимала, что покойный муж взял с нее клятву не просто так и отлично знала византийские правила игры. Евдокия отдала себе отчет, чем рискует, если сделает Романа не просто тайным фаворитом, а законным мужем и императором. Поэтому она решила взять клятву уже с него, ровно так же, как когда-то взяли клятву с нее. Евдокия
заставила Романа поклясться, что он будет верой и правдой служить ей, никогда ее не предаст, а главное, защитит ее детей и ни при каких обстоятельствах не посягнет на их права на престол. Роман, безумно влюбленный и страстно желавший примерить императорский пурпур, поклялся бы тогда и не в таком, друзья мои. Так что клятву, конечно же, он дал без единого колебания. И вот теперь, когда гарантия была получена, пришла пора подумать о самом интересном. Как же похитить эту злополучную бумагу из Святой Софии? Но прежде чем поведать, как наша несравненная Евдокия обвела вокруг пальца все Царство Небесное и земное, позвольте представить вам человека, который держал судьбу империи в своих сухих кулачках. Итак, жил-был патриарх Иоанн, человек-устав, ходячий параграф. Нет, даже не так. Это была гранитная скала с лицом постным и руками намертво прибитыми к канонам. Именно ему угасающий император Константин с величайшей надеждой доверил ту самую страшную бумагу, священную клятву своей молодой жены Евдокии о том, что она никогда больше не выйдет замуж. Константин был искренне уверен, что нашел самого сурового и надежного хранителя во всей империи. И Иоанн хранил ее, хранил ревностно, истово, праведно, до зубовного скрежета правильно. Никакая Евдокия не могла и мечтать о втором браке, пока Иоанн прижимал этот пергамент к своей ризе. А теперь представьте картину. Тишина патриарших покоев. Лампады, тени пляшут по стенам. Иоанн, возможно, пересчитывает запятые в Писании. И тут, бесшумно, как змея по мрамору, вползает Евнух, личный посланник императрицы. Лицо, маска скорби и тайны одновременно. И начинает. «Ваше святейшество», — шепчет он, — «я к вам с конфиденциальной историей. Тайна глубже Босфора. В общем, наша императрица Евдокия влюбилась безумно и хочет замуж». Патриарх сначала побагровел, а затем издал звук, похожий на скрип несмазанной райской арфы. Это был смех, страшный смех праведника. «Ха-ха-ха! Евдокия! Замуж!» Он хлопнул ладонью по подлокотнику так, что пыль со старинных фолиантов взметнулась к куполу. «Никогда! Я страж клятвы! У меня бумага! Вот она, с печатью Константина! Нет, нет и еще раз нет!» Евнух горестно покивал головой, всем видом показывая вселенскую скорбь. «Ах, ваше святейшество, я все это прекрасно понимаю. Я и сам в трансе. Даже не знаю, вот что делать. Прямо катастрофа государственного масштаба. Но дело вот в чем». Итак, Евнух театрально делает паузу и выискивая на лице патриарха следы сочувствия. В общем, она влюбилась в вашего родного брата. Представляете? Она хочет вашего брата сделать императором. Я, конечно, сам в шоке. Просто счел нужным предупредить. Может, вы как-то с братом поговорите? Ну, по-родственному. Пока вот и империя не рухнула. И тут в святых покоях раздался хруст. Это хрустел позвоночник принципов патриарха Иоанна. В голове его пронесся смерч. Стоп! Мой брат? Император? Евдокия влюбилась в моего брата? А я же стану братом императора. Первым лицом после Бога и после собственного брата. Книга канонов захлопнулась, треснула и испарилась. Тот самый гранитный столб нравственности вдруг покрылся испариной. Глаза, только что метавшие молнии закона, замаслились нежностью перспектив. Наш святоша вскочил, засуетился и буквально выхватил из-под распятия заветный пергамент. «Слушай сюда!» – зашипел он Евнуху. «Забери, неси этой императрице! Скорее, чё встал? Она знает, что с этим делать! Давай, бегом!» И чтоб ни одна живая душа. И вот кульминация интриги. В императорских покоях Евдокия держит в изящных пальцах вожделенную бумагу. Она подносит ее к свече, чтобы лучше рассмотреть печать. Но, ах, какая ужасная трагедия, фатальная случайность. Тончайший пергамент выскальзывает и планирует прямиком в жаркий жадный огонь камина. Вспышка и горстка пепла. Евдокия замирает, прижимает платок к сухим, но красивым глазам
и вздыхает так, что дрожат шторы. Боги, какое горе! Это же прощальный подарок моего бедного Константина. Взял и вот так сгорел. Я так хотела блюсти вечную скорбь и честь. Но раз бумаги больше нет, делать нечего. Придется замуж выходить, скрипя сердце, конечно, исключительно ради стабильности государства. И вот он, вечерний прием. Зал гудит, свечи сияют. Патриарх Иоанн вплывает с осанкой, достойной уже почти родственника короны. Он щурится, выискивает брата, мысленно делит пирог власти. И тут Евдокия, лучезарная, словно не сжигала только что улики, поднимает кубок и объявляет: «Мои возлюбленные подданные, свершилось! Я даю империи нового императора и нового мужа. Встречайте, мой избранник, отважный полководец Роман Диоген». Представьте теперь себе состояние патриарха. Это же был шок чистой воды. Немая сцена, кошмар в патриаршем облачении. Челюсть Иоанна упала на мраморный пол. Патриарх, который только что продал свою принципиальность за мираж братской короны, стоял белый, как стенка в соляной шахте. Его развели, как послушника на базаре. Брата нет на троне, бумаги нет в природе, а императрица воркует с красавцем-генералом. Вот так святая клятва и рассыпалась в пепел из-за того, что даже у каменного патриарха нашлось уязвимое место – семейное тщеславие. И вот 1 января 1068 года в Константинополе с грандиозным размахом гремят фанфары. Свадьба века состоялась. Наш вчерашний смертник Роман Диоген надевает императорский пурпур, обувает легендарные пурпурные сапоги и официально становится полноправным правителем, императором Романом IV. И вот тут, казалось бы, в лучших византийских традициях должен был начаться настоящий кошмар. Ну, вы же знаете эти классические сюжеты. Новый муж захватывает власть, превращается в тирана, а детей жены от первого брака быстренько отправляют в глухой монастырь или подальше от столицы. Столичные бюрократы уже запаслись попкорном и валидолом, ожидая худшего. Но нет, друзья мои, тут произошло настоящее чудо. Роман Диоген оказался невероятно порядочным, честным и благородным человеком. Если кто-то и переживал за сыновей Евдокии, то здесь можно прям выдохнуть. Роман не просто не стал обижать мальчиков, он честно выполнил каждое слово своей клятвы. Назвал их своими официальными соправителями, воспитывал во дворце в абсолютном добре и уважении, делил с ними почести и относился к ним как к родным детям. Евдокия не прогадала. Наш генералиссимус не просто оправдал доверие, а забрал на себя всю самую тяжелую, пыльную и неблагодарную рутину – организацию армии, укрепление границ и защиту страны. Пока столица предавалась неге, новый император дневал и ночевал в военных лагерях. В общем, Евдокия могла наконец-то опереться на крепкое мужское плечо и спокойно выдохнуть. И как логичный итог этого семейного счастья, совсем скоро у пары рождается замечательный крепыш – сын. Мальчика назвали гордым, поистине царским именем – Лев. Лев Диоген. Друзья мои, прямо сейчас возьмите на карандаш и хорошенечко запомните это имя – Лев Диоген, потому что этот мальчик вырастет, возмужает и сыграет в нашей дальнейшей истории такую колоссальную роль, что византийские и древнерусские хроники будут гудеть еще очень долго. Друзья мои, прежде чем мы ринемся дальше в гущу византийских страстей, давайте сделаем одну важнейшую ремарку. Наш Лев Диоген родился не просто где-то во дворце, он появился на свет в знаменитой Порфирной палате Константинопольского дворца. Для тех, кто с византийскими тонкостями пока не знаком, поясню. Это вам не просто очередной принц, каких в тогдашней Европе было пруд-пруди. В Византии ребенок, рожденный в этом священном помещении с облицовкой из византийского пурпурного мрамора и обязательно в период правления своего отца, получал уникальный священный статус парфирородного. Это высший знак легитимности, перед которым снимали шапки все остальные монархи мира.
Всего через год у нашего льва в той же самой Порфирной палате рождается брат Никифор. И тоже порфирородный, само собой. Вы только представьте себе масштаб императорского питомника. 3 сыновей и 3 дочери от первого брака, плюс 2 сыновей от второго. Наша Евдокия легко и грациозно подарила империи 8 детей, из них 5 сыновей. Мать-героиня византийского масштаба, не иначе. И вот, казалось бы, картина маслом. Идеальная семья, любящий муж-император. Полная горница законных наследников. Границы под защитой. Живи, правь и радуйся. Но, друзья мои, мы ведь с вами в Константинополе. А это значит, что ровно в тот момент, когда все становится идеально хорошо, за кулисами начинает закручиваться самое главное. Итак, смотрите, какая получается у нас картина. Наш новый император Роман Диоген, парень загляденье, настоящий мужик, воин, защитник. Он на троне не для того, чтобы мягкие диваны продавливать и вино из золотых кубков пить. Он буквально не вылезает из военных походов, спасая границы империи от наступающих турок. Честь ему, как говорится, и хвала. Казалось бы, народ должен радоваться, а придворные аплодировать стоя. Но не тут-то было. В Константинополе в это время жил да был один очень влиятельный семейный клан Дук. И заправлял там всем. Родной брат покойного императора Константина, звали его Иоанн Дука. При дворе его величали Цезарем Иоанном. И вот у этого Иоанна в голове был идеальный, гениальнейший план. По его раскладу все должно было пойти как по маслу. Брат Константин благополучно умирает. Его молодая вдова Евдокия сидит в уголке, тихонечко по бабье вздыхает, плачет в платочек и хранит верность покойному мужу, как и договаривались. А сам Иоанн Дука встает за спиной ее старшего сына и по-тихому, с удовольствием рулит всей империей. Красота, полнейшая ведь. И тут, бац, наша красавица Евдокия берет и выходит замуж за Романа Диогена. Вы представляете себе выражение лица этого Иоанна Дуки? Весь его идеальный план накрылся медным тазом. Вместо послушной, плачущей вдовы на троне материализовался 2-метровый красавец-генерал в блестящих доспехах, который мало того, что забрал себе корону, так еще и сам решил решать все государственные дела. Для клана Дук Роман мгновенно стал врагом номер 1. Они смотрели на него свысока и цедили сквозь зубы. Подумаешь, выскочка, солдафон из провинции, ни реверанс сделать не умеет, ни стихи по-гречески сложить. А Роман вдобавок еще и финансовые краники столичным чиновникам перекрыл. Деньги-то нужны были на армию и оружие, а не на придворные банкеты. Тут уж столичные интриганы взвыли окончательно. И что они делают? Помериться силами с Романом в открытом бою эти столичные штучки, понятное дело, не могли. Роман бы их с одного удара размазал. Поэтому они начали делать то, что умели лучше всего – плести паутину за спиной. Схема была до гениальности коварной. Пока Роман по 8 месяцев в году проливает кровь в пыльных походах и спит в военной палатке, Иоанн Дука сидит в уютном дворце в Константинополе и каждый день капает на мозги старшему сыну Евдокии, юному Михаилу. «Мишенька, детка, посмотри ты на этого отчима. Он же твою корону украл. Ты законный наследник, а он тебя за дурачка держит. Вот вернется с войны и вообще тебя в монастырь отправит». И пока Роман честно защищал империю на дальних кордонах, у него за спиной в самом сердце Константинополя уже вовсю готовили ядовитый кинжал для удара. Друзья мои, а что же в это время делал сам Мишенька, старший сыночек нашей императрицы и законный наследник престола? А Мишенька, прошу прощения за прямоту, работал классическим византийским мажором. Представьте себе эдакого избалованного юношу XI века, который к реальной жизни приспособлен примерно никак. На дворе средневековье, времена суровые. Казалось бы, учись с мечом вращаться, тренируйся, но ведь страну защищать придется. Нет, доспехи ж тяжелые, от них плечики болят,
а от коня вообще шелковые штанишки пачкаются. Поэтому наш принц предпочитал сидеть в мягких тапочках в прохладном кабинетике и кропать грустненькие стишочки. И вот сидит этот птенчик с распахнутым ротиком, а над ним ежедневно кружит дядюшка Иоанн и каркает на ухо свои страшилки. Но дядюшка был бы полбеды, если бы к нему на помощь не потянулся главный тяжеловес тогдашней мысли, придворный философ Михаил Псел. Друзья, это был не просто философ, это был византийский Соловьев, один в один. Каждая аудиенция с Мишенькой превращалась в настоящее вечернее политшоу с залом и аплодисментами. Вы только посмотрите на наш трон. Кого мы там видим? Мишенька, ты же красавчик. Ты багрянародный принц, ты родился в пурпуре. От тебя фиалками пахнет. А это что за чудовище из провинции вылезло? Солдафон Каппадокийский. Набрался там на границах своего армейского юмора. От него же за версту походной кашей и конским потом разит. И ты, законный наследник Великой Империи, позволяешь этому мужику указывать, что тебе делать? А Мишенька сидит, глазенками хлопает, впитывает каждую капельку этого яда и только головкой послушно кивает. Да-да, дядюшка, да-да, учитель. Ой, какая катастрофа. Пойду прямо сейчас напишу об этом печальную элегию в 4 частях. И ладно бы этот разговор был один раз, но наш Роман настоящий боевой генерал. Он по 8-10 месяцев в году воюет в степях. И в столице вообще не показывается. А эта Соловьевская студия работает во дворце каждый божий вечер. 3 года подряд включается. День за днем, капля за каплей, Мишеньке вбивали в голову одну и ту же мысль. Очень страшный тиран, который только и мечтает отнять у него корону и сослать в монастырь. И в итоге наш поэтичный мажор окончательно уверовал, что, подставив Романа, он не предает спасителя своей семьи, а буквально спасает отечество. И вот пока Мишенька макал перо в чернила и дописывал очередной охающий стишок о несправедливой судьбе, наступил роковой 1071 год. Наш Роман Диоген отправляется в очередной мега-важный поход. Друзья мои, чтобы вы понимали, император ездил на войну далеко не ради красивых титулов и не для того, чтобы пофотографироваться в доспехах. У него стояла задача жизни и смерти – выбить из границ империи турок-сельджуков. А вы сами прекрасно знаете, что такое турки для Византии в будущем. На секундочку, то, что делал Роман, это был глубокий, жизненно необходимый план спасения государства. Проигрывать тогда означало настежь открыть ворота в свой собственный дом. И Роман, как настоящий боевой защитник, искренне заботился об империи. Но при всей своей храбрости наш генерал был человеком до слез наивным. И перед этим решающим пограничным боем он совершает 2 страшнейшие фатальные ошибки. Ошибка первая. Уходя на войну, он оставляет рулить столицей всю эту студию, весь этот византийский телеканал в полном составе, дядюшку-кукловода Иоанна Дуку и хлопающего глазенками птенчика Мишеньку. Воин-то Роман был гениальный, а вот в политических гадостях не разбирался от слова совсем. И ошибка вторая. Кого он берет с собой на фронт? Одного из ярчайших представителей этой же киностудии. Сынка дядюшки Иоанна, Андроника Дуку. И не просто берет с собой за компании, а доверяет этому парню прикрывать свою спину и командовать тыловым резервом. Ну просто гений доверия. Описывать вам всю эту битву при Манцикерте я не буду. Там от одной сухопутной терминологии можно сломать язык. Да и слушать эти схемы никто не сможет. Скажу только о самом главном и страшном моменте. В решающий час битвы тот самый Андроник Дука, из телеканала, который должен был прикрывать императора, просто поворачивается к солдатам, орет на все поле: «Император погиб, спасайся, кто может!» и наглейшим образом уводит войска с поля боя. Роман остается один против целой турецкой лавины. Он бился как настоящий лев. Он был ранен в руку,
но его просто завалили массой и заковали в цепи. А дальше, друзья мои, происходит такое, что в нашей с вами реальности поверить практически невозможно. Представьте себе эту картину. Наш боевой генералиссимус Роман Диоген попадает в плен к туркам, к тем самым страшным варварам, от которых он всю империю и защищал. Израненного, грязного, в изодранных доспехах его приводят прямо в роскошный шатер к султану Алп-Арслану. Султан сначала даже глазам своим не поверил, перед ним стоит не какой-то сопливый дворцовый мажор, а сам император Великой Византии. И вот тут, по логике вещей, турецкий правитель должен был устроить над побежденным врагом какую-нибудь изощренную расправу. Но вместо этого султан проявляет такое рыцарское благородство, что у всех европейских дипломатов того времени буквально отвисли бы челюсти. Султан Романа обнимает, сажает на самое почетное место в шатре и приказывает немедленно подать царский ужин. А дальше между ними происходит один очень интересный разговор. Султан смотрит на Романа с хитрой ухмылкой и спрашивает: «Скажи мне честно, Роман, а вот если бы мы поменялись местами, и я был бы твоим пленником, что бы ты со мной сделал?» Роман человек военный, честный, прямой, врать не умеет от слова совсем. Он честно выкладывает: я бы приказал забить тебя плетьми, а потом отрубить голову. Султан посмеялся, погладил бороду и отвечает: а я поступлю с тобой куда жестокосерднее. Я подарю тебе жизнь, накормлю, мы подпишем с тобой нормальный мир, и я отпущу тебя домой. Вы представляете, ужасный враг держит императора в гостях неделю, кормит восточными сладостями, подписывает вполне разумный мирный договор за скромный выкуп и дает Роману турецкий почетный эскорт, чтобы воины с комфортом и ветерком проводили византийского правителя прямо до границы. И вот наш Роман, живой, невредимый, накормленный, невероятно довольный собой, едет во главе этого эскорта в родную империю. В его голове абсолютная идиллия. Он сейчас вернется в Константинополь, обнимет любимую жену Евдокию, расцелует льва, прижмет к груди Никифора, покажет Сенату подписанный мир и скажет: видите, а я все уладил. Счастливый, наивный человек. Едет домой и понятия не имеет, какую грандиозную свинью у него за спиной уже подложили пасынок Мишенька, дядюшка Иоанн, и вся столичная эта тусовка, студия. Друзья мои, но прежде чем наш император с комфортом вернется домой, давайте узнаем, а что же происходило дома в его отсутствие. А дома в это время кипели такие византийские страсти, что хоть святых выноси. Едва в Константинополь долетела новость: император проиграл и попал в плен, у дядюшки Иоанна и всего телевидения начался самый настоящий национальный праздник. Они поняли, вот он, тот самый шанс, который выпадает раз в жизни. Дядюшка Иоанн мгновенно начал переоформлять империю на мягкие Мишины лапки. Не успели сенаторы протереть глаза от новостей, как дядюшка уже обнулил полномочия Романа, подмял под себя дворцовую гвардию и на бумаге объявил, что попавший в плен правитель больше не считается. Надо отдать должное Евдокии. Она была женщиной не из пугливых, встала грудью и попыталась удержать рушащийся мир. Евдокия вывела Сенат из ступора и отрезала: так, без паники, муж мой жив, он временно в плену, мы сейчас быстро соберем выкуп, вытащим его, а пока я остаюсь у власти и все контролирую. Но дядюшку Иоанна и его придворных шептунов было уже не остановить. Им эта сильная, независимая и умная женщина стояла костью в горле. И вот студия закрутила свой привычный конвейер. По столице пустили ядовитый слух, мол, Евдокия предательница, притащила во дворец этого чужака Романа, из-за него империю опозорили перед турками, а теперь она еще и народные деньги на выкуп разбазаривать собралась. И в один далеко не прекрасный день дядюшка Иоанн Дука вместе со своими вооруженными сторонниками просто выламывает двери в императорские покои. Императрицу без лишних церемоний снимают с престола, заставляют скинуть царский пурпур, насильно состригают ее роскошные волосы и под конвоем отправляют в монастырь на далекий остров Проти. А что же наш любимый Мишенька в этот драматический момент, спросите вы? Неужели родной сын, глядя, как с любимой мамочки срывают царские шелка и насильно состригают ее роскошные волосы, не бросился ее защищать? Ха-ха 3 раза. Мишенька в этот момент работал самым искренним
и вдохновленным зрителям. Наш старший сыночка-корзиночка стоял рядом, хлопал глазенками, ритмично щелкал клювиком и, кажется, даже боясь вспугнуть музу, мысленно набрасывал первые строки элегии. О, как изменчив женский жребий, о, как печален стук ножниц. Ну а что? Дядюшка же сказал, не лезь. Дядюшка лучше знает, ну зачем маму спасать, если можно потом просто красиво об этом написать. А теперь на секунду представьте себе состояние самой Евдокии. Вы императрица, ваш любимый муж где-то в плену, и вы верите, что он жив. Вы пытаетесь спасти семью и государство. И тут за пару дней ваша жизнь просто рушится в труху. Вас без церемоний выкидывают с трона, стригут под ноль и под конвоем отправляют в монастырь на далекий и унылый остров Проти. И ладно, старший сын Мишенька, с ним уже все понятно, там вместо стержня кисель. Но самый страшный, самый изощренный удар был в другом. У нее силой отбирают двоих маленьких сыновей, кроху Льва и его братика Никифора. Малышей оставили во дворце под чутким и добросердечным присмотром дядюшки Иоанна. Вы представляете эту картину? Евдокия сидит в холодной монастырской келье, а сердце разрывается от боли за двух маленьких мальчиков. А тем временем в Константинополе жизнь кипит. Дядюшка Иоанн с чувством глубочайшего триумфа заводит Мишеньку в тронный зал и торжественно водружает это юное недоразумение прямо на императорский престол. Парнишка сияет, примеряет пурпурные сапоги и искренне мнит себя великим государственным деятелем. Набросать новую поэму? Всегда пожалуйста. Примерить десяток шелковых нарядов? С удовольствием. Защищать границы и воевать? Боже упаси, фу, какая гадость! Словом, мечта столичной элиты сбылась. У руля встал идеальный, абсолютно беспомощный ручной принц, а за его спиной хитрый кукловод-дядюшка, готовый с размахом осваивать государственную казну. Властный тандем подтянул штаны и вовсю приготовился красиво жить и эффектно управлять. И ровно в этот момент на восточной границе Византии раздается жизнерадостный цокот копыт. Роман Диоген, живой, здоровый, досыта накормленный султанскими сладостями, с почетом отпущенный на свободу, въезжает в империю во главе нарядной турецкой кавалерии. Как говорится, картина не ждали. А теперь представьте себе состояние Романа. Он-то ехал домой с миром и договором под мышкой, а на границе узнает о такой грандиозной рокировке. На его троне сидит Мишенька, вытирает рукавом сопли и калякает очередные стишочки. Вся студия вовсю делит казну. Любимая жена Евдокия в монастыре, а маленьких сыновей отобрали. Наш честный генерал понимает, что проглотить такое подлое предательство просто невозможно. Роман уходит к себе на родину, в Каппадокию, где его помнили и любили, и начинает собирать верные полки. Мы не будем утомлять вас описанием всех этих военных схваток и маневров. Сэкономим хронометраж. Скажем только, что против Романа стояла вся казна империи и огромная армия, собранная дядюшкой Дукой. Силы были слишком неравны, и в итоге наш Роман проигрывает. Понимая, что дальше проливать кровь соотечественников бессмысленно, Роман соглашается на переговоры. И здесь столичные аристократы дают мастер-класс византийского коварства. 3 епископа лично поклялись на священном писании, что если Роман сложит оружие и примет монашеский постриг, его жизнь и здоровье будут в абсолютной безопасности. Честный воин и верующий человек Роман верит клятве на кресте, снимает доспехи и надевает скромный монашеский подрясник. И какова же цена византийской и божьей святой клятве? Да никакой. По дороге в столицу на беззащитного, сложившего оружие Романа, подло нападают прихвостни дядюшки. И прямо там, в походных условиях, совершают с ним самое страшное византийское наказание – ослепление. И ладно бы это сделали технично, но исполнили все настолько топорно, грязно и варварски, что буквально расковыряли человеку глаза. В раны тут же попала инфекция, и у Романа началось тяжелейшее мучительное заражение крови. И вот его, полуживого, сгорающего от дикого жара и невыносимой боли, привозят, знаете куда? На тот же самый остров Проти, прямо к жене. Вы просто вдумайтесь в состояние этой женщины. У Евдокии отобрали корону.
Ее насильно остригли на лысо, у нее вырвали из рук маленьких детей, а теперь на порог ее монастырской кельи буквально бросают умирающего искалеченного мужа. Мы никогда не узнаем, о чем они шептались в эти последние часы, но финал у этой истории получился раздирающим. Статный, красивый Роман Диоген, которого пожалел и с почетом отпустил страшный враг, турецкий султан, в итоге тихо умирает на руках собственной жены от рук родных византийцев. Вот так трагично закончился его путь. А что же в это время происходило в Константинополе? А там наш балбес Мишенька восседает на троне, тешит свое раздутое самолюбие, слушает сладкие сказочки дядюшки Иоанна и абсолютно уверен, что он величайший правитель этой империи, и дальше все будет так же задорно и красиво. И вот какая раскладка сил у нас получается на этот момент. Несчастная Евдокия остается запертой в монастырской келье, оплакивая мужа и свою разрушенную жизнь. А двое ее маленьких сыновей от Романа, Лев и Никифор, остаются во дворце, в логове змей под чутким надзором дядюшки и своего старшего братца-мажора. В общем, свершилось. Ужасный, неотесанный солдафон Роман Диоген повержен, ослеплен и устранен. Столичная элита ликует, пьет изысканное вино и вздыхает с облегчением. Ну, наконец-то у руля встали настоящие профессионалы. Люди, которые 3 года с трибун учили всех, как правильно любить родину, как грамотно экономить и каким утонченным должен быть истинный правитель. И вот наши эксперты, дядюшка Иоанн и его миленький племянник Мишенька, уселись в императорские кресла и показали государству такой мастер-класс, что живи мы с вами в тогдашней Византии, ноги сами унесли бы нас в самые дальние земли без оглядки. План управления империей оказался гениален в своей простоте. Зачем мотаться по пыльным степям и кормить вшей в походных палатках, как это делал дурачок Роман? Воевать – это же занятие для необразованных генералов. Настоящие государственники должны заниматься делом, грабить собственную казну и выжимать из населения последние соки. Результаты этих гениальных реформ не заставили себя ждать. Во-первых, наши управленцы додумались оптимизировать торговлю хлебом, урезали пайку пшеницы на четверть, а цену задрали до небес. Народ, тихо дивясь такой экономической мысли, тут же наградил Мишеньку обидным титулом парапинак, то есть император минус четверть. Во-вторых, в рамках экономии перестали платить жалования суровым наемникам. Норманны и печенеги почесали затылки, сказали: «Ах, вот как вы!» и устроили внутри страны грандиозную поножовщину. А что же турки? А турки, глядя на этот столичный цирк, просто утирали слезы от смеха. Они без единого серьезного боя зашли в богатейшую Анатолию, главное сердце Византии, огляделись и ласково сказали: «Спасибо, теперь все это наше». Вся восточная житница и главный оплот империи сгорели за считанные годы только потому, что византийскому руководству было некогда, оно же осваивало бюджеты. И пока вокруг рушился мир, во дворце, прямо посреди этого хитросплетенного гадюшника, тихо подрастали 2 маленьких братьев – Лев и Никифор. Почему их не тронули? Почему дядюшка с Мишенькой не избавились от сыновей поверженного врага? А тут сработала единственная вещица, которая внушала византийским интриганам мистический ужас. Мальчики были парфирородными. Они появились на свет в святая святых пурпурном зале дворца, когда их отец официально носил корону. Поднять руку на багрянародного ребенка в Византии считалось святотатством такого уровня, за которое даже самый преданный гарнизон мог поднять подстрекателей на копья. Поэтому мальчишек просто заперли в золотой клетке, надеясь, что они вырастут тихими и неопасными. Но народное терпение – штука не резиновая. Через 7 лет этого фееричного управления даже самые флегматичные жители столицы осознали – дальше либо бунт, либо смерть от голода. В 1078 году к Константинополю подступили войска разъяренных провинциальных генералов. И самое смешное, знаете что? Едва на горизонте замаячили суровые полки очередного генерала, наш великий управленческий тандем сдулся в 1 секунду. Мишенька моментально сдал корону, сбросил пурпурные сапоги и пулей помчался в монастырь.
натянул рясу и давай молиться, молиться, молиться. Ну и, разумеется, продолжал в перерывах калякать свои стишочки. Дядюшка Иоанн отправился ровно по тому же маршруту. Из властных мажоров, великих политологов и экспертов по управлению империей они в один день превратились в тишайших скромных монашиков. Ну просто пупсики в грубых шерстяных балахонах, хоть к ране прикладывай. И промолились они там до конца своих дней. А мы с вами возвращаемся в Константинополь. Мы не будем утомлять вас деталями той дикой дворцовой чехарды, когда временщики и престарелые генералы сменяли друг друга чуть ли не каждый год. Скажем главное. В 1081 году у руля Византии наконец-то встает нормальный, адекватный и невероятно талантливый человек Алексей I Комнин. Это был не очередной столичный теоретик и не накрашенный мажор с гусиным пером в руке. Алексей Комнин был блестящим полководцем, умницей и тонким прагматиком. В отличие от дядюшек и студии, новый правитель прекрасно понимал, чтобы вытащить страну из пропасти, нужно не свести с ума собственное население и не выжигать глаза соперникам, а объединять империю и восстанавливать законность. И новый император начинает с того, что наводит порядок в собственном доме и восстанавливает элементарную человеческую справедливость. Наша многострадальная императрица Евдокия наконец-то возвращается из монастырского заточения. Новый режим относится к ней с подчеркнутым глубочайшим уважением. Евдокию окружили почестями, вернули ей статус венценосной Августы и достойное содержание. После всех перенесенных кошмаров, зверской гибели мужа, насильственного пострига и позора, эта мужественная женщина наконец-то обрела заслуженный покой, безопасность и уважение. А что же произошло с сыновьями Романа Диогена, Львом и Никифором? Алексей Комнин поступил как истинно мудрый правитель. Он не стал прятать парфирородных мальчишек по подвалам и не искал повода от них избавиться. Наоборот, новый император приблизил сыновей Романа к престолу, дал им великолепное военное и государственное образование и относился к ним как к родным младшим братьям. И эта стратегия себя полностью оправдала. Подросший Лев Диоген унаследовал не бесхребетную сопливость своего старшего братца Мишеньки, а храбрость и благородство своего отца Романа. Лев вырос в отличного воина, надел доспехи и стал одним из самых верных, любимых и бесстрашных генералов при дворе Алексея Комнина. Страшный сон византийского хаоса наконец-то закончился. Ситуация в Константинополе стабилизировалась, государственная машина снова заработала как часы. А Лев Диоген приготовился вписать свое имя в историю империи. Ах, если бы наш юный принц только догадывался, какими витиеватыми буквами и в каком совершенно непредсказуемом контексте это имя там отпечатается. Представьте себе этого юношу, 19-летний красавец, сверкающий отполированными доспехами, настоящий любимец судьбы. И главное, фаворит императора Алексея Комнина, который души в нем не чаял и относился к парню практически как к родному сыну. Перед Львом были открыты абсолютно все дороги. Великая память об отце, безграничное доверие государя, слава, почести и блестящая карьера. Живи, учись, командуй полками, да радуйся. Но отцовская горячая кровь и отчаянный юношеский максимализм сыграли с ним роковую шутку. В одном из сражений молодой принц, сгорая от отваги и желания совершить подвиг, рванул в самую гущу битвы и пал на поле боя. Казалось бы, какая оглушительная трагедия, какой горький и печальный финал для такого светлого, многообещающего парня. Вот она, трагическая точка. Красавец Лев Диоген погиб. И на этом его история навсегда закрыта. Но не тут-то было. Ирония византийской судьбы заключалась в том, что именно с этого момента, с гибели Льва Диогена, самая безумная часть этой истории только-только начиналась. Друзья мои, если вы сейчас ждете, что мы в красках опишем, как тело юного героя торжественно привозят в Константинополь, как весь город в слезах провожает принца в родовую усыпальницу, а император произносит над гробом последние слова, то ничего этого мы вам не опишем. И знаете почему? Да потому что в той битве Византия потерпела такое сокрушительное, катастрофическое поражение,
что там было вообще не до пышных похорон. Это был полнейший разгром. Византийские ряды просто смяли, армия в панике бежала, а сам император Алексей Комнин едва-едва унес ноги, чудом вырвавшись из окружения. Тело льва Диогена так и осталось лежать где-то там, среди тысяч других растерзанных воинов. И вот здесь давайте сделаем паузу и зафиксируем один важнейший момент. Потому что у любого дотошного зрителя тут же возникает вполне логичный вопрос. Слушайте, а откуда вообще все взяли, что принц погиб? Видел ли кто-то его смерть своими глазами? И мы ответим: да, видели. Византийские солдаты наблюдали, как юноша увлекся атакой, как враги отрезали его от своих и как он рухнул под градом ударов. Но мог ли лев чисто теоретически выжить? Вдруг его просто тяжело ранили, а потом он очнулся и уполз? Друзья мои, давайте без иллюзий. В суровых реалиях XI века шансы выжить в такой мясорубке равнялись абсолютному нулю. Даже если лев не умер в ту же секунду, когда упал, он неизбежно скончался вскоре от потери крови, шока или инфекции, прямо там, под копытами вражеской кавалерии. Лев Диоген действительно погиб. Это железный исторический факт. Но вот тут-то и начинается самая взрывоопасная часть нашей истории. Свидетели его падения были. А вот тело никто в столицу не привез. В Константинополе не было пышного прощания, не было мраморной усыпальницы, не было официального траура, где тысячи горожан и придворных могли бы лично пройти мимо гроба, посмотреть на покойного и убедиться: да, увы, принц мертв. Вот почему ушлые правители всех времен из кожи вон лезли, но старались вытащить тело погибшего наследника с любого, даже самого разгромного поля боя. Потому что бросить принца в степи – это все равно, что оставить ключ от царского двора прямо под ковриком. Потому что для народной массы слухи и показания вечно бегущих солдат – это не доказательство. Если люди не видели труп своими глазами, в их головах всегда остается крошечная щель для надежды. А раз есть щель, значит, это лишь вопрос времени, когда из тени вынырнет наглый молодой человек и объявит на весь мир: ребят, все в порядке, на поле боя меня просто ранили, но добрые люди, конечно же, выходили. Я вернулся. А где мой трон? Ну, друзья мои, давайте оставим скорбящую Византию оплакивать своего юного героя. В приграничных тавернах на улицах царит настроение в духе «Диоген, прости нас всех, твоя смерть – наш общий грех». И пока византийцы тихо умываются слезами, мы с вами переносимся прямо в Киевскую Русь. В Киеве на Великом престоле восседает святополк Изяславич. В Чернигове на втором по значимости столе империи умостился Олег Святославич. А в Переяславле держит оборону наш с вами давний любимчик Владимир Мономах. И вот тут, как говорится, все только начинается. Киевская Русь бурлит на полную катушку. Князья с азартом ссорятся, мирятся, перекраивают карту. А половцы в степях чувствуют себя абсолютно вальяжно, хозяевами жизни. Словом, атмосфера просто идеальный питательный бульон для того, чтобы на этой сцене началась одна очень смешная история. В славном городе Че, Чернигове, было так много половецких послов и задиристых княжеских дружинников, что казалось, местные жители рождаются только за тем, чтобы подраться, поделить земли, выпить кубок хмельного меда и снова пойти в поход. И вот, в половину 12-го дня со стороны Византийской империи в город Че вошел молодой человек. За ним бежал впечатлительный холоп. На молодом человеке был слегка поношенный греческий плащ, на ногах сапоги не первой свежести, а в глазах горел неукротимый азарт великого комбинатора Средневековья. В карманах у него не было ни гроша, зато за душой имелась непоколебимая наглость и гениальная легенда о византийском принце. Куда же держал путь наш юный авантюрист? Ну, разумеется, прямиком к князю Олегу Святославичу. Как вообще безымянный проходимец без единого документа смог вот так запросто миновать княжескую стражу и пройти в парадные хоромы? С паспортным контролем на Руси было туговато.
Страже хватало загадочного шепота о важном греческом госте с секретными вестями, а сам князь Олег, человек до политических авантюр страстно неравнодушный, велел незамедлительно впустить странника. И вот представьте эту картину. В палатах восседает Олег Черниговский, а перед ним молодой человек с невероятно наглыми глазами. Он картинно расправляет плечи, делает трагическое лицо и произносит: «Приветствую тебя, великий князь. Я сын лейтенанта Шмидта». Ой, простите, это из другой истории. «Я чудом спасшийся византийский принц Лев Диоген, законный наследник императорского престола». Князь Олег, разумеется, прекрасно знал, что настоящий Лев Диоген с концами сгинул, любой другой правитель выставил бы самозванца за ворота или сдал византийским послам за небольшое вознаграждение. Но Олег Святославич был сделан из совсем другого теста. В голове черниговского правителя мгновенно сработал древнерусский калькулятор. Лед тронулся, пронеслось в княжеских мыслях. Матерь Божья, да какая разница, настоящий перед ним принц или фальшивый? Какая разница, кто там его рожал? У него прямо в горнице материализовался идеальный, живой козырь против Константинополя. С такой живой вывеской можно устраивать императору Алексею Комнину грандиознейший шантаж. Ведь теперь можно вести переговоры по классической схеме. Утром деньги, вечером стулья, вечером деньги, утром стулья. А если денег не дадите, то наш законный император прямо сейчас пойдет на вас походом. Олег Черниговский расплылся в самой добродушной улыбке, крепко обнял дорогого гостя, велел накрыть богатейший стол, налить лучшего меда, обогреть и предоставить юному дарованию лучшие палаты. Великая комбинация началась. Наш средневековый Остап Бендер сыт, согрет и окружен почестями, а князь Олег уже мысленно пересчитывает будущие золотые. На этой оптимистической ноте наш сын лейтенанта Шмидта отправляется спать перед великими делами. Друзья мои, прежде чем мы двинемся дальше, давайте все-таки раскроем карты. Кем на самом деле был этот предприимчивый молодой человек? Был ли он настоящим византийским принцем Львом Диогеном? Конечно же нет. Как мы с вами уже выяснили, настоящий Лев честно и трагически пал в битве. Кто же тогда стоял перед князем Олегом? А настоящее имя и происхождение этого авантюриста византийские хроники для нас не сохранили. Принцесса Анна Комнина в своих трудах презрительно называла его безымянным проходимцем из низов. В строгие учебники истории он вошел под официальным псевдонимом Лже-Лев Диоген. Но согласитесь, каждый раз выговаривать «Лже-Лев» – это слишком сухо и официально. А поскольку по уровню наглости, личного обаяния и масштабу задумки перед нами буквально прототип великого комбинатора, давайте с вашего позволения назовем его Остапом. Поверьте, это имя под контекст подходит идеально. Да и сам герой вряд ли был бы против. Итак, наш византийский Остап предстал во всей красе перед Олегом Черниговским. И тут возникает самый логичный вопрос. Почему же князь Олег не оставил такое сокровище у себя в Чернигове? Да потому что Олег был политиком тертым и умел мгновенно просчитывать риски. Во-первых, поить и кормить Остапа хмельным медом – это, конечно, недорого. А вот отдавать ему свою единственную черниговскую дружину, чтобы тот шел штурмовать Константинополь – абсолютное безумие. Свои воины Олегу самому нужны отбиваться от злых родственников, вроде того же Владимира Мономаха. А во-вторых, держать афериста под боком – жди ответочки из Царьграда, торговых санкций, разрыва связи или наемных убийц прямо под окном княжеских хором. Зачем ему эти лишние проблемы? Зато дать парню путевку в жизнь и стать эдаким крестным отцом афериста – схема абсолютно гениальная. Если Остап каким-то чудом победит и сядет таки на византийский трон, Олег в полном шоколаде, ведь новый император будет по гроб жизни обязан Чернигову. А если Остапа прихлопнут в первой же потасовке, Олег сделает святые глаза и скажет византийским послам: а я-то здесь при чем? Я вообще не в курсе. Это все дикие степняки нашли какого-то проходимца. И наш черниговский продюсер дает Остапу деньги, пару рекомендательных писем и свое благословение и отправляет его с глаз долой.
А теперь, друзья мои, внимание, главная ирония судьбы. Знаете, куда именно Олег отправляет нашего Остапа искать счастье и собирать банду? На юг, в причерноморские степи к половцам. Да-да, вы не ослышались. Великий комбинатор Остап отправляется делать свои первые шаги к успеху, прямо скажем, в будущую Одесскую область. Скажите после этого, что у истории нет чувства юмора. Друзья мои, прежде чем отправить нашего Остапа в великий путь на юг, давайте сначала взглянем на карту. Если мы откроем современные карты, то речь идет о землях Херсонской, Николаевской и Одесской области, как я уже говорила. Признаюсь, мне лично невероятно приятно произносить эти такие родные названия. Но давайте на секунду отмотаем время на 900 лет назад и посмотрим, как эти места выглядели тогда. Никаких городов. Это было одно гигантское бескрайнее море из высоких степных трав и ковыля. То самое легендарное дикое поле или половецкая степь. Фактическими хозяевами этих земель были половцы. Лихие, свободолюбивые кочевники. Каменных замков они не строили принципиально. Жили в переносных войлочных шатрах. Кочевали вслед за своими огромными табунами. Ели баранину у костра, пили прохладный кумыс и всегда были готовы к хорошей драке или походу за добычей. И наш Остап устраивает себе самый настоящий тур по южным землям. Чем был он занят среди половецких шатров? Друзья мои, а чем может заниматься Остап Бендер в любом веке, хоть в 20-м, хоть в 11-м? Правильно. Претворять в жизнь главный принцип великих комбинаторов всех времен. Бензин ваш, идеи наши. Наш герой устроил себе великолепную жизнь. Он кочевал от одного половецкого куреня к другому, уплетал за обе щеки сочную вареную баранину, запивал ее прохладным кумысом, жил на самую широкую ногу, о которой только мог мечтать византийский бродяга. Но за каждый кусок баранины Остап отрабатывал на все 100%. Представьте себе эти вечерние совещания у костра. Остап принимает картинную позу, указывает пальцем на юг в сторону Дуная и выдает степнякам свой коронный монолог. Посмотрите на себя. Что вы видите вокруг? Беспросветное степное захолустье. Погоняли коней, отжали пару коз, подрались за поношенный кафтан и снова спать в войлочные шатры. Скучно, ханы. А ведь с моим грандиозным проектом мы превратим эти земли на Дунае в Нью-Константинополь. Настоящий Царьград со страха переименуется в Староконстантинополь и будет тихо кусать локти. Сюда хлынут галеры и купцы из Венеции, Багдада, Александрии, мраморные дворцы, золотые монеты мешками, шелка и реки сладкого греческого вина прямо к вашим шатрам. Что требуется от вас? Всего лишь пара тысяч ваших отличных всадников, а командовать парадом буду я. А что же степняки? А они слушали его, разинув рты. Суровые ханы вытирали жир с бород, переглядывались и понимали. А парень-то дело говорит. Им было глубоко плевать, настоящий перед ними принц или фальшивый. Главное, что Остап дал им идеальный, красивый международный повод пойти на богатые византийские города. Не как банальная банда грабителей, а как благородное армейское сословие, которое восстанавливает справедливость. К чему все это привело? К абсолютному триумфу авантюриста. За пару месяцев таких гастролей наш Остап отъелся, набрал авторитет и собрал вокруг себя гигантскую толпу, настоящую многотысячную половецкую орду, готовую по первому щелчку его пальцев идти штурмовать византийские границы. Великий комбинатор был полностью готов к выходу на большую международную арену. И вот Остап дает историческую команду на Дунай. За ним со степным гигиканьем и свистом двинулась многотысячная половецкая орда. Степное войско с грохотом форсировало Дунай и ворвалось на византийские земли. И вот тут начинается самое интересное. Вы спросите, а как вообще средневековые укрепленные города реагировали на появление нашего великого комбинатора? Друзья мои, они начали сдаваться ему один за другим. Представьте картину. Сидит византийский градоначальник какого-нибудь пограничного городка, пьет утренний кофе, то есть греческое вино, вокруг на башне бьют в колокола. Византиец выбегает на стену, смотрит на поле, а там
До горизонта пыль столбом, тысячи свирепых половецких всадников с кривыми саблями, а впереди всех на белом коне гордо вышагивает наш Остап. Остап поправляет воображаемую корону и кричит на всю округу: «Приветствую вас, верные подданные! Перед вами ваш законный император Лев Диоген. Открывайте ворота, встречайте своего государя». В голове у византийского градоначальника мгновенно включается древнеримский калькулятор. Он смотрит на свою стражу из 3 коллег, потом на Орду, потом на Остапа. И перед ним встает простой выбор. Вариант А – сказать: «Ты фальшивка», и через 5 минут наблюдать, как половцы пускают твой город на дрова. Вариант Б – узнать брата Колю, то есть умилиться, пустить слезу и закричать: «Батюшка, узнаем, узнаем родные черты принца Льва, как же мы тебя долго ждали». Естественно, вариант Б побеждал со счетом 100-0. Это же идеальная византийская отмазка. Ты сдаешься не диким кочевникам, что позорно, а законному наследнику престола, что выглядит как проявление верности и патриотизма. А если этот принц еще и налоговые льготы пообещает, так это вообще сказка. В итоге приграничные византийские крепости открывали ворота перед Остапом вообще без боя. Градоначальники выносили ему хлеб-соль, ключи от замков, кланялись в пояс, плакали от счастья и честно признавали в нем Льва Диогена. В основном потому, что не признать было слишком опасно для здоровья, как вы понимаете. Наш великий комбинатор оказался на вершине успеха. Вчерашний безымянный проходимец без единого гроша в кармане теперь сидел в реальных каменных замках на Дунае, раздавал указания, распоряжался местными бюджетами и чувствовал себя полноправным хозяином византийского приграничья. Триумф был абсолютным. А в это же самое время в далеком Переяславле на эту грандиозную картину внимательно смотрел наш с вами давний знакомый, князь Владимир Мономах. Вы, конечно же, помните Мономаха как мудрого правителя, морального авторитета Древней Руси и автора знаменитого поучения детям, где он учил жить честно, трудиться и не обижать сирот. Все так. Книжки он писал умнейшие. Но давайте смотреть правде в глаза. Мономах при этом был политиком высочайшего полета. Если наш Остап – это такой лихой авантюрист с улицы, то Владимир Мономах – это настоящий великий комбинатор системного государственного уровня. И вот сидит Мономах в своих переяславских хоромах, допивает утренний сбитень и наблюдает за этой дунайской операцией. Сначала, вероятно, он просто качал головой, мол, надо же, до чего Олег Черниговский с половцами додумались. Какого фантомаса на свободу выпустили? Но когда до Переяславля начали доходить регулярные сводки, что города сдаются один за другим, что принц Лев реально сидит на Дунае, а в Константинополе у императора началась суровая изжога, взгляд Мономаха мгновенно изменился. В голове у правителя сработал тончайший государственный калькулятор. Так, минуточку, а что значит половцы забирают Дунай? С какой стати эти жирные куски международной торговли, дунайские замки и будущие откупные от Византии достанутся степным кочевникам и моему вечному сопернику Олегу? Парень-то оказался не просто болтуном, а реально работающим политическим стартапом. Мономах понял главную истину любой большой игры. Если чужую аферу нельзя остановить, ее срочно нужно возглавить. Такой фантастический актив нельзя одаривать безнадзорностью. Этому сыну лейтенанта Шмидта срочно требовался солидный, уважаемый, государственно мыслящий покровитель. «Надо брать», – решительно подумал Владимир Мономах. Оставалось лишь придумать, как эстетично и намертво привязать этого византийского комбинатора к себе. С вас 1 меткий лайк, и заседание продолжается. А в те же самые времена жила-была в Переяславле девушка. И не простая девушка, а самая настоящая княжеская дочь. Марица Владимировна, если быть точнее. Кровь в ней текла высшей пробы. Отец – сам Владимир Мономах. А прадед, так вообще, византийский император Константин IX, тоже Мономах. Казалось бы, какая судьба ждала средневековую княжну в XI веке? Набор сценариев был предельно предсказуем. Либо брак по расчету с соседским князем или заморским принцем,
либо тихая монастырская келья. Вошла бы она при этом в летописи? Едва ли. Древнерусские летописцы вообще не баловали женщин вниманием. В хрониках имя княжны часто даже не упоминали. Ограничивались сухонькой отпиской в духе «выдал князь черь свою замуж». Но историю Марийцы летописи зафиксировали в мельчайших деталях. И все благодаря одному совершенно невероятному, почти анекдотическому повороту судьбы. Представьте себе этот момент. Сидит Марийца у окна, вышивает золотой нитью, смотрит на знакомые переяславские купола и тихонько скучает. И знать не знает, что прямо в эту минуту со двора ее отца выезжает пышное посольство с охраной, слугами и секретными грамотами. А за сотни километров от нее в свежезанятом византийском замке на Дунае сидит Остап. Он вальяжно откинулся в резном кресле, потягивает выдержанное греческое вино, пересчитывает трофейную казну и чувствует себя абсолютным хозяином жизни. И тут ворота замка распахнулись, во двор въезжают солидные переяславские бояре, кланяются в пояс и зачитывают Остапу послание от самого Мономаха. «Приветствуем тебя, великий принц Лев! Князь Владимир Мономах изучил твои дунайские успехи и официально заявляет: Русь признает в тебе законного наследника византийского престола Льва Диогена. И в знак нашего нерушимого союза князь Владимир предлагает тебе руку и сердце своей родной дочери, княжны Марийцы». Признал ли Владимир на самом деле в Остапе принца Льва? Друзья мои, да после таких оглушительных побед на Дунае Мономах признал бы в нем хоть льва, хоть тигра, хоть трехглавого дракона. В большой политике проверяют не паспорт, а реальные активы и перспективы. Наш Остап читает грамоту и сам поверить не может в такой расклад. Вот это я удачно зашел. Мне сватают не просто княжну, а дочку Владимира Мономаха и правнучку византийского императора. От таких предложений великие комбинаторы никогда не отказываются, в принципе. Так что согласие было дано мгновенно. А что же Марийца? А Марийца в Переяславле все так же спокойно занималась своими делами, даже не догадываясь, что прямо сейчас стала невестой главного Остапа Бендера XI века. И вот в один прекрасный день резная дверь терема распахивается, и княжне объявляют радостную новость: «Собирайся, Марийца, выходишь замуж за почти что византийского императора, за самого принца Льва Диогена». А что Марийца? А ничего. Сказали собираться, значит собирайся. Хоть за Льва Диогена, хоть за степного хана, спорить с волей отца на Руси было не принято. И вот обозы с богатейшим приданным, шелками, серебром и боярской свитой отправляются в дальний путь из Переяславля прямиком на юг, к Дунаю. Какая ирония судьбы! Образованная княжеская дочь, в чьих жилах текла кровь византийских императоров, ехала через всю Европу навстречу с женихом, о настоящем происхождении, имени и родителях которого никто вообще ничего не знает. Но когда у тебя есть личный шарм, половецкая орда за спиной и пара захваченных крепостей, любая биография пишется с чистого листа. Свадьбу сыграли прямо там, на месте, под шум дунайских волн и звон кубков. Понравились ли молодые друг другу? А почему бы и нет? Марийца была молода, красива, а наш Лев Остап чрезвычайно обаятелен, тоже красив и вообще утер нос целой империи. Так что личная искра между ними, конечно же, вполне себе искрила. Но главный итог этой авантюры был достигнут. Вчерашний теневой комбинатор намертво связал свою судьбу с Владимиром Мономахом. Брачный союз зафиксировали железобетонно. И наш герой официально превратился в зятя самого могущественного князя, получив за спиной такой тыл, о котором любой авантюрист древнего мира мог только мечтать. А что же было дальше? А дальше на пути нашего Остапа встал главный приз всей кампании – легендарная византийская твердыня Доростол. Чтобы вы понимали масштаб, Доростол – это не просто крепость, это колоссальный каменный гигант римской кладки с зубчатыми башнями и глубокими рвами, который веками запирал все Дунайское пограничье. Обойти его стороной или осаждать годами было чистым самоубийством.
И здесь наш Остап разыграл партию не грубой силы, а, как всегда, сокрушительного психологического нокаута. Представьте эту картину. Под гранитные стены византийского гиганта выходит объединенная армада. Тяжелая киевская конница в сверкающих доспехах, сотни алых стягов Мономаха и бесконечные тучи степных всадников. А во главе этого железного клина на коне горцует он, человек, пришедший забрать свое родовое гнездо. Императорский гарнизон Доростола оцепенел. Греческие офицеры и наместники смотрели с высоты стен на эту мощь и понимали, перед ними не просто армия, за спиной этого дерзкого принца стоит вся ярость Киева. Сопротивление означало верную смерть. Окованные железом ворота неприступной твердыни дрогнули и распахнулись. Великий комбинатор под звон колоколов и триумфальные марши въехал в Доростол абсолютным триумфатором, объявив древний замок столицей своего нового царства. Итак, давайте зафиксируем диспозицию на нашей исторической шахматной доске. В роскошных покоях захваченного Доростола пирует Лев Остап. В его руках богатейшие дунайские фактории, вокруг преданные дружины, а в сундуках звенит имперское золото. Статус у нашего героя уже поистине королевский. Он не просто победитель и зять Владимира Мономаха. Он без 5 минут отец парфирородного наследника. Его молодая жена Марица Мономаховна вот-вот должна родить будущего претендента на византийскую корону. А в сотнях километров к югу, в мраморных залах Константинополя, за золотым столом сидит византийский император Алексей Комнин. Комнин был тертым калачом и матерым политическим лисом. Читая тревожные донесения о падении Доростола, император сжимал кулаки и трезво взвешивал расклад. Империя теряет Дунай, Мономах и самозванец перерезали жизненно важные торговые артерии. Оставить их там значит навсегда отдать северные рубежи Киеву. И, конечно же, угроза столичного мятежа. Византийская знать обожала перевороты. Если недовольные сенаторы решат сделать ставку на сидящего на Дунае принца, трон под Алексеем зашатается в тот же миг. Собирать имперскую армию и штурмовать назад каменный Доростол безумно дорого, долго и почти безнадежно. Но Алексей отлично понимал, все это грандиозное предприятие держится на одном единственном человеке, на харизме Остапа. Убери фигуру короля, и вся шахматная партия рухнет сама собой. И Комнин запускает фирменную византийскую спецоперацию – ликвидировать дерзкого выскочку прямо в его неприступном замке. И вот представьте себе, душный август 1116 года, древняя цитадель Доростола утопает в золотом отблеске факелов, а наш Остап находится в зените своего триумфа. Под покровом ночной прохлады к воротам резиденции прибывают двое загадочных чужеземцев в богатых восточных шелках. Летописи назовут их сарацинами. Они представляются тайными посланниками от высшей константинопольской знати, якобы восставшей против тирании Комнина. И их проводят в личные покои. Увидев Остапа, заморские гости картинно падают на колени, осыпают его пышной восточной лестью и целуют полы его царского плаща. О, великий цесаревич Лев, Константинополь устал от узурпатора и ждет своего истинного владыку. Мы привезли тебе тайные шифры дворцовой стражи и готовы преподнести ключи от золотых ворот империи буквально на блюдечке с голубой каемочкой. Наш великий комбинатор, ослепленный своим королевским статусом, покровительством Мономаха и непоколебимой верой в собственную харизму, заглатывает эту наживку целиком. Он приказывает щедро одарить гостей, накрыть роскошный стол и поить посланников лучшим крепким вином. А дальше наступает самый мрачный, окутанный вековыми тайнами аккорд нашей истории. Что же на самом деле произошло в ту роковую ночь 15 августа за закрытыми дубовыми дверями Доростола? Историки и хронисты спорят до сих пор. Одни источники шепчут об излюбленной и изощренной византийской каре. Под покровом полумрака на разомлевшего от вина авантюриста набросили тяжелые кованые цепи и безжалостно подвергли византийской казни, лишили зрения, навсегда погрузив в непроглядную тьму человека, чья жизнь была сплошным ярким карнавалом. А спустя несколько дней от полученных травм он скончался. А другие летописи сухо и безжалостно фиксируют удар наемников. Мол, мнимые послы выхватили скрытые под плащами дамасские клинки и хладнокровно закололи самозванца прямо в его парадных покоях.
Был ли это яростный удар стали или вечная тьма казематов, итог оказался один. Сказка о Нью-Константинополе мгновенно рассыпалась в прах на холодном каменном полу Дунайского замка. И давайте на секунду остановимся и простимся с ним по-человечески. Так кем же он был на самом деле? Удивительно, но официальная история здесь бессильна. В хрониках нет ни единой достоверной строчки о том, где же он родился, кем были его родители и каково было его настоящее имя. Человек-призрак, человек-фантом. У него не было за спиной ни знатного рода, ни богатства, ни армии. Все, что у него было, это фантастическое обаяние, стальная наглость, гипнотический дар убеждения и неукротимая энергия. И с этим скромным багажом он умудрился перевернуть вверх дном целый регион, заставить плясать под свою дудку половецких ханов, напугать византийского императора и стать зятем Владимира Мономаха. Он ушел в абсолютное небытие, не оставив после себя ни родовой усыпальницы, ни даже настоящей фамилии в летописях. Но все-таки один живой реальный след на этой земле наш великий комбинатор оставить успел. Пока разворачивалась эта византийская драма, Марица родила сына, которого назвали Василько. Только вдумайтесь в этот фантастический генетический коктейль. Новорожденный Кроха был одновременно сыном беглого авантюриста Остапа, внуком Владимира Мономаха и прапраправнуком византийского императора Константина Мономаха. Родословная получилась «Мое почтение». Одна половина крови святая царская династия, а вторая – чистейший неразбавленный авантюризм. А что же случилось с Половецкой Ордой, которая стояла лагерем на Дунае вокруг Доростола? Утром суровые ханы вылезли из шатров, почесали затылки и узнали свежие новости. Их главная рекламная вывеска и законный принц только что бесславно сгинул на византийской вип-вечеринке. Реакция степняков была мгновенной. Шоу окончено, кино больше не будет. Половцы быстро поняли, что сидеть бесплатно в осенней грязи нет никакого резона. Они свернули свои войлочные шатры, пригребли все, что успели награбить в окрестных деревнях, и на полной скорости умчались обратно в свои родные херсонские, николаевские и одесские степи. Вот так финишировал этот грандиозный гастрольный тур. Сегодня там, где когда-то звенело оружие и гремели царские амбиции, раскинулся спокойный болгарский город Силистра. Дунай все так же омывает эти древние берега, унося в прошлое память о великой авантюре, обманутых надеждах и юной княжне, оставшейся вдовой на чужой дунайской земле. А кто же выиграл во всей этой истории, друзья мои? Вы, конечно, будете смеяться, но главный куш сорвал Владимир Мономах. Вы, конечно, обязательно скажете: да как же так? Он же отдал любимую дочь за перспективного жениха, а того в итоге опоили, ослепили и сожили сосвету. Разве это не полный провал? Нет, как раз-таки Мономах получил ровно то, зачем и охотился. Живой, гиперактивный и абсолютно неуправляемый Остап был миной замедленного действия. Зато после его гибели у Мономаха на руках остался идеальный политический актив – маленький Василько. Представьте себе эту мизансцену. Сидит Владимир Мономах, держит на руках этот крошечный, пищащий сверток, делает максимально скорбное, драматичное лицо и объявляет на всю Европу: «Люди добрые, вы только посмотрите на этого невинного кроху. Коварные византийцы жестоко погубили его отца, нашего принца Льва, и ограбили моего родного внука. Я не могу оставить сиротинушку в беде». И пока Византия, переводя дух, праздновала ликвидацию самозванца, Мономах без шума и пыли забрал под себя абсолютно все, что успел нагрести наш великий комбинатор. Давайте разжуем этот факт так, чтобы стало предельно понятно, кому в итоге достались те самые дунайские города и крепости. Мономаху. Схема была гениально проста. Мономах объявил, что все захваченные Остапом дунайские замки – это законное наследство маленького Василько. А поскольку Василько в силу возраста мог только сосать пустышку, дедушка на совершенно законных основаниях рассадил во всех этих крепостях своих наместников и вел туда свои дружины. Византийский император Алексей Комнин в Константинополе просто схватился за голову. Он-то искренне считал, что решил вопрос, устранив
авантюриста, а в итоге получил прямо под носом регулярную армию, которая сидела на Дунайской границе под предлогом защиты прав сиротки. В итоге византийцам пришлось еще очень долго договариваться с Мономахом, заваливать его богатыми подарками и идти на уступки, чтобы хоть как-то утихомирить мудрого переяславского князя. Вот так наш древнерусский сын лейтенанта Шмидта сгорел на византийской вечеринке, а опытный политический гроссмейстер Владимир Мономах забрал себе весь банк. Друзья мои, вас, конечно же, интересует, а что же стало с Марицей? Вы думаете, она осталась несчастной, разбитой вдовой, с разрушенной судьбой? Как бы не так. В этой истории Марица абсолютно ничего не проиграла. Во-первых, девушка рассудила мудро. Один великий комбинатор на одну женскую судьбу – этого более чем достаточно. Повторно выходить замуж она не стала. Статус вдовы византийского цесаревича и родной дочери Владимира Мономаха – это не трагедия, а это абсолютный VIP-билет. Посудите сами. Ты молода, богата, бесконечно уважаема. На шею тебе больше никто нового мужа не сажает, а финансовый вопрос железобетонно закрыт из княжеской казны на всю жизнь вперед. Марица спокойно вернулась под папино крыло, сначала в Переяславль, а потом в сытый и богатый Киев. Там она жила в абсолютном почете, комфорте и спокойствии, занимаясь воспитанием сына. И, между прочим, прожила она невероятно долгую жизнь. Она тихо скончалась в Киеве только в 1146 году в статусе уважаемой княгини рода Мономашичей в почтеннейшем возрасте – 70 лет. По средневековым меркам это был самый настоящий рекорд долголетия. А что же Василька? Парень рос в абсолютной роскоши, достатке и безграничной любви своей матушки Марицы и великого дедушки Владимира Мономаха. Ему прочили большое будущее. Но, увы, судьба отмерила ему совсем недолгий век. Василька вырос, стал храбрым воином, ходил в походы, но в 1136 году погиб в одной из междоусобных битв. Он не успел ни жениться, ни оставить после себя детей. Вот так, тихо и окончательно навсегда пресеклась линия нашего великого комбинатора. А с самим Владимиром Мономахом и его многочисленным, невероятно колоритным семейством мы с вами ни в коем случае не прощаемся. Впереди нас ждет еще немало великих дел, политических виражей и сочных династических разборок. Так что обязательно ждем вас в наших новых выпусках. Заседание продолжается. Господа присяжные заседатели.